Всем привет! Сегодня мы решили вам рассказать про самую знаменитую кофейню в Америке. Это Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts переводится как пончики, donuts это пончики, а Dunkin' это макать, то есть пончики, которые нужно макать в кофе. Вот дальше потом внутри я вам расскажу немножко про историю этой кофейни. А сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим, что там продается. А здесь на дверях написано, что можно заказать кофе и пончики по телефону, чтобы не ждать в очереди. Заходим. Ой, пахнет вкусно. А вот написано, каждую среду бесплатный пончик, если покупаешь кофе. What else you have? Let me see. Chai latte, hot tea, black, mint. I will have a small mint tea. Cool mint? I'm sorry. Small hall cool mint tea? It's hot, right? How many? 5 then? No, just 2. Just 3. Yeah. It's coming at 3. And also, you know, the regular, the white one. Give me one white one. Which one? The white one. This? Yeah. Я просто для... Thank you. Ну вот, мы взяли. Я взяла чай. Я не очень кофе люблю. Мой ассистент взял кофе. Это вот маленький размер. Очень многие люди любят кофе в Dunkin' Donuts. Ну, так как я не кофеман, я не знаю, насколько вкусный кофе здесь. Но говорят, что вкусный. Вот, чай я взяла себе мятный. У них там разные есть чаи. Dunkin' Donuts работает в Америке с 1948 года. И самый первый магазин до сих пор открыт в штате Массачусетс. Туда можно поехать как уже на экскурсию. То есть это действующий магазин. Значит, еще такие интересные факты. Dunkin' Donuts продает более 60 чашек в секунду по всему миру. Находится сеть в 46 странах. В Испании Dunkin' Donuts называют не Dunkin' Donuts, а Dunkin' Coffee. Но они продают то же самое. И еще такой интересный факт, что в некоторых странах пончики делают в связи со спецификой вот, определенной страны, с культурой. Как, допустим, Макдональдс тоже, например, в Баварии продает сосиски и капусту. Также, вот, например, в Азии есть пончики со свининой, а также с морскими водорослями. Вот. Ну, в Америке обычные сладкие пончики. Вот смотрите, мы несколько штучек взяли. То есть я взяла вот такой глазированный, потом взяла такой полностью шоколадный. И потом еще взяли вот такой простой обычный пончик. Когда я ела пончики раньше, сейчас я пончики не ем, но раньше мой самый любимый был, назывался French Crawler. Это французский пончик, он такой как гофрированный был и пустой внутри, очень вкусный. А вот эти пончики, они внутри, ну, полные. Попробуем их чай сейчас. Хочу рассказать вам еще одну историю. Моя мама всегда была предпринимательницей и постоянно придумывала какие-то бизнесы, какие-то у нее всегда были бизнес-идеи. И когда-то еще в советское время у нас продавались в городе пончики. И потом мама уже в 90-е, когда те пончики закрылись, уже про них все забыли, мама вдруг решила, что, может быть, стоит сделать пончиковую. И я помню, как мы сидели на кухне и пили чай, и мама говорит: слушай, как было бы здорово сделать пончики с начинкой, с шоколадной глазурью, шоколадное тесто. То есть у нее практически в голове созрела идея Dunkin' Donuts. И я помню, что мы об этом мечтали. Потом мы попытались открыть пончиковую, но, к сожалению, у нас ничего не получилось. И уже когда я приехала в Америку сюда, я пришла в Dunkin' Donuts, и
ахнула, потому что вот это было кафе, о котором мечтала моя мама. Я, по-моему, ей тогда сфотографировала, тогда еще не было интернета, и послала фотографию по почте. Вот так вот интересно было, что где-то далеко у человека тоже такая зародилась идея, но вот осуществить ее в то время не получилось. Американцы очень любят покупать пончики в офисы, в больницы, то есть это даже как иногда идет как подарок. Допустим, коробка пончиков, она стоит $15, 12 штук в нее входит. Можно причем набрать самые разные пончики, есть длинные, есть круглые. Комбинацию любую, вот такая коробочка будет стоить $15. А если покупать поштучно, то один пончик стоит $1.50. Вот, и всегда, когда вот я прихожу в какой-то новый офис на работу, то я вижу, что почти всегда утром лежит коробка с пончиками, и все их едят. Оказывается, еще пончики – это любимое лакомство полицейских. Во всех фильмах показывают, что полицейские кушают пончики. Ну вот такой вот интересный тоже факт. Помните, вот как у нас есть в русском языке такое смешное выражение, что ты хочешь, дырку тебе от бублика не дать. Так вот, в 1973 году кто-то придумал продавать дырки от бублика. Сейчас покажу, как дырки выглядят. Вот так. Ну, то есть это дырка от пончика. То есть когда пончик вырезают, остается вот такой тесто кусочек, его скатывают в шарик и также готовят. Вот таких 10 шариков стоит $3. Ну и там так далее, можно, по-моему, 15 и 20 купить. Они их делают тоже разного цвета, есть шоколадные, есть беленькие. Нам попался такой веселый продавец. Он стал, когда я спросила, он спросил, какие пончики вы хотите. Мы не хотели покупать целую коробку, несколько штучек. Я говорю, я хочу увидела шоколадный, говорю, шоколадный. Он говорит, какой шоколадный? Потому что есть из шоколадного теста, есть покрытый вот так шоколадной глазурью, есть вот в такой же глазури, но она, как его окунают весь пончик в глазурь. Потом еще есть глазурь, а сверху побрызган такими, блестящими такими, не блестящими, а съедобными такими штучками, маленькими искорками сахара, вот, и так далее. Ну и мы так немножко посмеялись, потому что я растерялась, думаю, какой же взять. Вот, мы взяли 3 пончика. Сейчас, может, мой ассистент укусит, я не буду кушать, возьму домой. Ну вот, мы допили наш чай и кофе, уже все убрали. Сегодня мы записываем это видео 29 декабря 2023 года, уже заканчивается этот год. Всем, кто смотрит это видео, хочу пожелать прекрасного празднования нового, наступающего 2024 года. Пусть этот год принесет нам здоровье прежде всего, счастье и мир в этом мире.